Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для кардигана. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 10 петель на 4 ряда. Для примера нам надо набрать 21 воздушную петлю. Первую петлю, которую мы набрали, мы не считаем, она рабочая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Мы набрали 2 раппорта и плюс 1 петля для симметрии. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом. От той петли, которую держали, то есть 4 петли назад, мы отступаем, заходим в пятую и провязываем столбик с накидом 1. Для новичков столбик с накидом — это у нас когда на крючке есть уже рабочая петля. Мы заходим под нить, цепляем ее крючком. И этим же крючком мы заходим в петлю. Вытягиваем ниточку. У нас на крючке 3 петли. Провязываем сначала 2 петли, потом еще 2 петли. Это и есть у нас столбик с накидом. Таким образом мы провязываем ряд до конца, в каждую петлю столбиками с накидом. В каждую петлю. Я провязала ряд столбиками с накидом. Это и есть конец первого ряда. Начало второго ряда: 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И в первую петлю в основании этого столбика мы провязываем 3 столбика с двойным накидом. Для новичков наматываем на крючок 2 раза нить, заходим в первую петлю в основание столбика из 4 воздушных петель и провязываем столбик с двойным накидом 1. Делаем двойной накид на крючок, и в ту же точку мы провязываем столбик с двойным накидом 2. И третий столбик в эту же петлю мы провязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами провязали 3 столбика с двойным накидом из одной точки. Это и есть начало второго ряда. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий, провязываем столбик без накида, привязали этот элемент, который мы только что связали. Набираем 7 воздушных петель, пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый и привязываемся столбиком без накида 1. Вот что у меня получается. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий, и из одной точки, из третьего столбика, мы вывязываем 7 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы с вами провязали 7 столбиков с двойным накидом из одной точки. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и провязываем столбик без накида. Тем самым мы привязали этот элемент к основному полотну. Набираем 7 воздушных петель, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 3 столбика внизу, 1, 2, 3, заходим в четвертый
И привязываем эту воздушную цепочку столбиком без накида. Набираем двойной накид на крючок, заходим в 4-ю петлю подъема или в 1-ю, кому как удобно. Петля подъема у нас находится в воздушной цепочке в начале каждого ряда, который заменяет нам столбик при начале вязания. Мы провязали 1 столбик с двойным накидом, в эту же точку 2-й столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, 3-й столбик с двойным накидом, и в эту же точку 4-й столбик с двойным накидом. Мы с вами связали 2-й ряд. Начало 3-го ряда, 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу, все время переворачиваем налево, как бы перелистывая лист, перелистываем книгу налево, чтобы у нас ниточки, ничего не перепуталось. Заходим в 1-ю петлю и провязываем столбик без накида 1. Провязываем 7 воздушных, набираем 7 воздушных петель, 5, 6, 7. Заходим в элемент арочка предыдущего ряда, провязываем под нее, заходим крючком и провязываем столбик без накида 1. 7 воздушных петель, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля на всех схемах обозначается как кружок. Заходим в большой элемент из 7 столбиков с двойным накидом предыдущего ряда. Находим, отсчитываем 4-й столбик и провязываем в него столбик без накида 1. Набираем 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в арочку воздушной цепочки из 7 воздушных петель предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. Столбик без накида в схемах обозначается крестиком. Набираем 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7. В конце ряда мы помним и знаем, что мы всегда заканчиваем в 1-ю или последнюю, кому как удобно, петлю подъема. Мы заходим в 4-ю петлю подъема и провязываем столбик без накида. Мы с вами связали 3-й ряд. Начало 4-го ряда, 4 воздушные петли подъема. Мы помним, что это нам заменяет столбик. 4 воздушные петли — это по умолчанию столбик с двойным накидом. В эту же точку, в основание воздушной цепочки из 4 воздушных петель, мы провязываем 3 столбика с двойным накидом. 1, 2, 3. Мы с вами провязали 3 столбика с двойным накидом из одной точки. Это и есть начало 4-го ряда. Теперь у нас в 4-м ряду мы работаем только со столбиками без накида предыдущего ряда. Смотрите схему. Мы набираем двойной накид на крючок и заходим в столбик без накида предыдущего ряда в самый центр и вывязываем из одной точки 3 столбика с двойным накидом из одной точки. 1, 2, 3. Мы с вами связали 3 столбика с двойным накидом из одной точки. Далее мы заходим в следующий столбик без накида по ходу вязания. Вот он у нас находится в 4-м столбике большого элемента. Из него вывязываем 7 столбиков с накидом из одной точки. Получается 1, 2. Не забываем, делаем двойной накид на крючок. 3, 4, 5,
6, 7. Мы с вами связали элемент, состоящий из 7 столбиков с двойным накидом из одной точки. Далее мы делаем двойной накид на крючок, заходим в следующий столбик без накида по ходу вязания. И из одной точки мы вывязываем 3 столбика с двойным накидом. 2, 3. Мы с вами связали элемент, состоящий из 3 столбиков с двойным накидом из одной точки. Продолжаем вязать столбики с двойным накидом. Мы заходим в столбик без накида предыдущего ряда, и из одной точки мы вывязываем 3 столбика, 4 столбика с двойным накидом. 2, двойной накид на крючок 3, двойной накид на крючок 4. Мы с вами связали 4 столбика с двойным накидом из одной точки. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 3-го ряда 3 воздушные петли, которые по умолчанию обозначают столбик с накидом. Если 4 воздушные петли, это у нас столбик с двойным накидом, 3 воздушные петли, это у нас столбик с накидом. Теперь нам надо провязать ряд столбиками с накидом, как мы это делали в первом ряду. У нас это получается начало 2-го раппорта. Мы первый столбик пропускаем, заходим во второй, провязываем столбик с накидом 1, заходим в следующий столбик. Или кому как удобно, мы просто обвязываем все петельки предыдущего ряда. Мы заходим в каждую петлю и провязываем ряд столбиками с накидом. Провязали маленький элемент у нас из 3 столбиков, заходим в большой элемент, в каждую петлю провязываем столбик с накидом. Для новичков, да, столбик с накидом мы провязывали в начале ряда, в начале образца. Это у нас когда есть уже нить на крючке, мы захватываем рабочую нить на крючок, заходим в петлю, вытягиваем нить, провязываем сначала 2 петли, потом еще 2 петли. И так для всех столбиков с накидом во всех изделиях, во всех образцах, во всех моделях. Провязали до конца ряд столбиками с накидом, заходим в последний столбик, и в конце ряда секрет всех мастериц, почему у них прямой край. Мы заходим в первую, или как кому удобно, в последнюю петлю подъема для ровного края. Здесь ровный край, и здесь у нас ровный край. Потом, когда мы будем соединять 2 половинки, у нас не будет проблем с рисунком. Мы с вами связали 5-й ряд. Следующий ряд по схеме будет 2-й. Мы набираем 4 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с двойным накидом, и вяжем 2-й ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модель, которую можно связать этим узором, я оставлю в ссылке под видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, в группы ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook. А всем пока-пока!